Друзья, приветствую вас! Дневной обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят на рынке и какие движения ожидаются по доллару, евро, нефти, золоту, рублю и ключевым российским акциям, а также по тем акциям, по которым были вопросы. Так, давайте начнем с Китая. Китай сегодня отторговался в плюс. Не пошел он пробивать ключевые уровни. Это позитив. Но здесь, по-видимому, сложилось ряд обстоятельств. В том числе то, что по Америке утвердили стимулы, эти стимулы будут превышать то, что изначально предполагалось. Вот. На фоне роста американского рынка волей-неволей потянули и Китай. Если по Китаю в ближайшее время будет пробитие 5300 и закрепление, это был бы достаточно позитивный знак. Это свидетельствовало бы о том, что вот этот нисходящий тренд, он сломан, и китайский рынок скорее всего, будет двигаться на 5800. А если китайский рынок двигается, то российский рынок и другие рынки тоже находятся в позитивной волне. Так, немецкий индекс DAX сегодня он немножко проседает, но это вполне естественно после 3 дней мощнейшего роста. Тут как бы ничего страшного нету, пока он ключевые уровни не пробил. Вот. Но я думаю, если никаких черных лебедей не прилетит, он и не пробьет, и соответственно Германия и все фондовые индексы продолжат волшебный рост. Так, друзья, далее Baltic Dry. Вот здесь идет движение наверх, рост. Вчера он закрылся практически уже около 2000. Но на самом деле это уже не очень хорошо. Это не очень хорошо, потому что чрезмерно сильно растущий Baltic Dry будет разгонять инфляцию. Причем ту инфляцию, которая отвечает не за экономический рост, а за увеличение издержек. И как раз такая инфляция, она как ржа подтачивает экономический рост. На самом деле, вот исходя из моих, скажем так, оценок, соображений, для него наиболее оптимально в текущей ситуации находиться в диапазоне 1850-1500. То есть вот это то значение, которое с одной стороны оно будет способствовать тому, чтобы перевозчики они достаточную маржу имели, и с другой стороны не будет значительно задирать издержки. Потому что текущее движение выше 1900-2000, если оно разовьется, это приведет к тому, что мы уже, наверное, к середине лета столкнемся с тем, что инфляция начнет потихоньку выходить из-под контроля. Уже как бы по статистике, уже не по жизни, а по статистике. Так, далее S&P 500, это SFD на фьючерс, дневной таймфрейм. Здесь все хорошо, мы идем на переписывание исторического максимума. Соответственно, в данной ситуации критерием того, что это в ближайшее время не произойдет, это будет пробитие диапазона 3880-3850. Пока его не пробили, наиболее вероятно, что движение все-таки завершится здесь образованием либо двойной вершины, либо пробоем и ухода на новый верх. Так, далее индекс доллара, опять же это дневной таймфрейм. Вот здесь сейчас разворотная формация возникла на дневках. И, соответственно, у этой разворотной формации у нее цель движения в районе 90,75. Вот. Но если даже он пробьет сейчас вот этот вот уровень, который 91,5, он сюда сходит. Если он не пойдет ниже, не будет пробития 90,5 и консолидации, то вот это движение вниз, оно, скорее всего, будет носить краткосрочный характер. То есть, если он здесь не задерживается, то весьма вероятно очень быстро выйдет назад и продолжит свой рост. А сегодня-завтра будем наблюдать, произойдет, не произойдет пробитие волшебного уровня 91,5. Как он себя будет вести. Так, далее VIX, дневной таймфрейм. Здесь вообще все отлично. Он идет на 21,5. Соответственно, снижение Никса, VIX, это позитив для рынков. Но мы с вами видели, вот здесь вот все время предыдущая картина, она очень схожим образом проистекает. Сначала его загоняют в район 20-21, потом он уходит наверх. Вот здесь, в общем-то, все вот эти вот случаи, они как бы именно таким образом и развивались. То есть здесь, как только он сейчас доходит до значения, где-то 21,5, возможно даже 20, наиболее вероятно, что он будет от него отбиваться и лететь наверх, отрабатывать либо 28,5, либо повыше. Вот. Но пока у него идет движение вниз, соответственно, рынки облегченно выдыхают и пытаются дальше расти.
как он придет сюда, чуть пониже, может быть даже он попытается проколоть, сходить на 19,5. Вот, но, судя по всему, эта ситуация, она будет длиться недолго. После какого-то нахождения от 3-4 торговых сессий до полумесяца, после набора здесь позиций пойдет рост. Так, друзья, далее по биткоину, ну здесь кратенько, смотрите, мы вот к этому диапазону сходили, но в нем пока не закрепились, это опять же дневной таймфрейм. Вот, и сейчас, если у нас не будет пробития волшебного уровня 52 тысячи, то вот этот разворот, который попытка вчера мы наблюдали, он приведет к тому, что здесь будет донабор позиций и дальнейший рост с целью пробить 58 400 и уйти выше. Так, друзья, далее не в дневной таймфрейм. Здесь у нас произошел разворот. Вот этот сильный уровень 66.25 его не пробили, даже не потестили. Если возвратки не будет и пробития диапазона в районе сильного уровня, который заканчивается 66.25, нас ждет отсюда движение с целью потестить 71.4 и пробить. И дальше цель движения 76.77. Сейчас, переходя на часовой таймфрейм, здесь происходит попытка разворота и коррекционного отката. Коррекционный откат вполне может произойти вот сюда, вот в этот диапазон, прямо вот сейчас. Если 67.95, 67.9 не пробивается, то это приведет к тому, что здесь будет донабор позиций и дальнейший рост. По часовику ближайшая цель движения это 70-75. Если здесь возникает пробой, то цель коррекционного отката это тестирование диапазона, который 66.25, 66.5. Вот здесь вот. Вот. Пока больше факторов указывает на то, что рост продолжится и ближайшая цель она находится в районе 70-75. Посмотрим сегодня, какие новости от ОПЕК придут. Вот. Пока все указывает на то, что либо сейчас будет какой-то небольшой откат и консолидация, либо продолжится без консолидации рост. Пока больше факторов указывает на то, что небольшой откат и потом рост. Ну и наименьшая вероятность здесь, я считаю, это пробитие 67,9, 67,95 и тестирование и возможный пробой 66,5. Так, друзья, далее золото, дневной таймфрейм ставлю. Здесь у нас есть ключевой уровень 1721, 1721. Ну, мы с вами видим, что здесь произошел разворот, пошло движение наверх. Есть два момента. С одной стороны, вот этот разворот, он не очень, скажем так, энергично произошел. Вот, пробили все возможные уровни 1694. Вот, и поэтому, конечно, вот этот рост, он в любой момент может развернуться. Но, с другой стороны, сейчас делать ставку на то, что оно будет снижаться, я думаю, смысла в этом нету, потому что вот этот восходящий тренд или контртренд, кто как отсчет ведет, он пока не сломлен, и в случае закрепления выше 1721, выше этого значения, у нас движение наиболее вероятно продолжится, цель движения 1766, вот сюда вот это значение. Если переходить на часовой таймфрейм, здесь вот у нас идет неоднократная попытка разворота и коррекционного отката, но какой здесь есть момент? Вот этот вот уровень 1721, если даже вот откат происходит и уровень не пробивается, его будут активно выкупать и тащить. Сначала первая цель движения это будет 1745 и потом 1766. Если здесь возникает пробой, то весьма вероятно оно пойдет тестировать значение 1705-1704 вот сюда, вот в этот диапазон. Пока текущая динамика указывает на то, что больше вероятность того, что движение на 1766 продолжается, но возможен коротенький откат, ну, потестить 1721. Вот золото такой актив достаточно специфический. Почему он специфический? Дело в том, что в нем ну, вполне можно невооруженным глазом наблюдать, что кто-то его стоимость определенным образом направляет. Может быть, это масоны или Ротшильды, я не знаю.
Итак, наиболее вероятно продолжение роста и возможен коррекционный откат. В случае пробоя 1721 пойдет тестирование 1704-1705. Но вероятность движения вниз сейчас не очень велика. Но опять же, золото, оно часто делает резкие задерги вверх и вниз, и потом возвращается к той траектории, по которой идет. То есть даже если будет какой-то резкий уход вниз, его могут быстро выкупить, и оно потом пойдет опять наверх. По крайней мере, пока не будет четкого сигнала на разворот тренда и на то, что тренд сломан и идет движение вниз. Я пока такого сигнала здесь не наблюдаю. Так, друзья, далее серебро, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, вот уровень 24.85, он все-таки устоял. Ну, 25, 24.85. То есть вот этот уровень, который, скажем так, он не самый сильный, но тем не менее он здесь сработал и серебро удержал. То есть такого пролива на 24 и 22 его не произошло. На текущий момент вот это движение, которое здесь зародилось, у него цель отработка 26,8-27 вот этого диапазона. Если оно здесь закрепится, то наиболее вероятен следующий задерг, его цель будет 28, 28,3, вот сюда, вот в этот диапазончик. Какой критерий того, что это движение сейчас не произойдет? Если здесь возникает коррекционный откат и пробитие 25,6. Если такое будет, то либо мы уходим консолидироваться в этом диапазоне на долгий срок, либо тренд ломается и оно начнет проседать. Пока больше факторов указывает на то, что пойдет движение наверх. Это более вероятно. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Здесь вот у нас, судя по всему, произошел перелом. Возникли 3 белых солдата, которые отразили нападение медведя, если это так можно назвать. Но смотрите, здесь вот этот ключевой уровень, который в районе 17.91 находится, он устоял. И на текущий момент весьма вероятно, что отсюда разовьется движение, у которого в идеале была бы цель 1,2152. Вот. Но весьма вероятно, что вот это движение, оно дойдет ну вот куда-то сюда на 20.66, а там посмотрим. Критерий того, что вот это движение не произойдет, это коррекционный откат и пробитие 1,1863. В этой ситуации мы пойдем тестить 1,1834, а там посмотрим, как будут развиваться события. Пока все факторы, все звезды указывают на то, что движение развивается вот куда-то сюда. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, 4-часовой таймфрейм. Ну вот, видите, опять сработал вот этот уровень, который 73,3. Немножко до него не дошли, но здесь доллар начали активно выкупать. Вот, здесь ситуация будет развиваться, я так предполагаю, следующим образом. Если в ближайшие часы мы откатимся и будет пробой 73,6, 73,55, то в этой ситуации разовьется движение на 73,4. Но на текущий момент все-таки более вероятно, чтобы движение развилось сначала на 74, потом 74,1, вот сюда, вот в этот диапазон. По крайней мере, вот импульс, который здесь произошел, он указывает на то, что такое движение, оно наиболее вероятно на текущий момент времени. Это 4-часовой таймфрейм. Но если мы на часовик перейдем, то здесь вот все это движение и все эти обозначенные уровни, они полностью совпадают. Даже если опираться на часовик, весьма вероятно, что здесь будет пробой и движение вверх продолжится. Цель этого движения будет сходить вот сюда, вот на 74,47. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. На следующей неделе экспирация по фьючерсам. Обращаю ваше внимание, поэтому надо быть аккуратным. Так, что у нас здесь происходит? Смотрите, вот мы так не протестировали вот этот уровень, который 151 тысяча. Никак он не может набраться силы, его хотя бы потыкать, и от него либо отразиться и упасть смертью храбрых, либо его пробить, закрепиться и уйти на хаи. Переходя на часовик, здесь у нас развился импульс движения на коррекционный откат. Цель этого коррекционного отката — движение на 148 тысяч, 147 300, вот сюда, вот этот диапазон. В том случае, если вот эти 3 каркающие черные вороны приведут к тому, что здесь будет
пробитие 147, 250, 147, в этой ситуации вот это коррекционное движение, оно пойдет на 144, 750, вот сюда, вот в этот диапазон. Если здесь пробоя не будет, вот ключевой диапазон 147, 147, 250, то здесь будет донабор и следующее движение с целью потестить и пропороть 149 810. Ну и вот эта цель, она маячит, но никак энергии не хватает до нее дойти. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну, смотрите, по Сбербанку очень хорошая позитивная динамика. По нему был коррекционный откат, но этот коррекционный откат, он, в общем-то, захлебнулся. И здесь ситуация очень простая. Если нету повторного движения, которое приводит к пробитию 281, 280,5, ранее был уровень 282 ключевой. Сейчас он немножко ушел вниз. Вот сейчас 280,5 это та цифра, пробитие которой его опрокинет, и он полетит на 275, вот сюда, вот в этот диапазон. Если пробитие не происходит, то все это является донабором, и в ближайшее время мы увидим движение с целью пробить 288 и закрепиться. Если закрепляемся, очень быстро будет движение на переписывание хая 296. Если на часовик переходить, то здесь сформировался импульс движения, цель его сегодня либо завтра сходить на 288 и потестить вот это значение. Критерий того, что это движение не пойдет, это коррекционный откат и пробитие 282. В этой ситуации он пойдет тестить 280,5, и если пробьет, то посыпется уже сильнее. Если не пробьет, то он просто дольше будет здесь консолидироваться, находиться. Но если 280,5 не будет пробито, все равно будет уходить наверх. Так, друзья, далее Газпром. Смотрите, вот дневной таймфрейм, здесь обозначился уровень 229,5. Вот если этот уровень не пробивается, то вот эта разворотная формация, она приведет не к развороту, а к дальнейшему росту на 256. Если не пробивается, то идем вверх. Если пробивается, то коррекционный откат, цель его 222. Ну и совсем здесь крайний уровень, это у нас получается 216,5. Вот если 216,5 устойчиво пробивается, то роста не будет. Так, ну вот на часовик переходя, здесь по ходу дела все боеприпасы израсходовали на отлив. И сейчас, если не будет тестирования и пробоя 230 сегодня, 230, 229,5, то у нас как бы отсюда идет импульс движения. Цель этого импульса потестить 235. Вот сюда вот сходить, а там уже определиться. Либо пробой и улет, либо пойдет снижение объема, и мы получим возврат вот сюда вот к нижней границе на 231. Так, друзья, далее Лукойл, часовой таймфрейм. Смотрите, вот здесь уровень 6130, 6100, он пробит, но движение вниз, оно пока не развилось. Здесь сейчас идет донабор позиций, и акция не может определиться, куда ей идти, вверх или вниз. Вот. Вчера как бы вот эта картина, которая здесь возникала, она указывала на то, что сегодня произойдет коррекционный отскок на 6250 или даже на 6300, вот сюда вот. Однако сегодня, как мы видим, ситуация немножко ухудшилась, и вот это движение наверх, оно захлебнулось. Поэтому на текущий момент, опять же, мы находимся вот в этой консолидации 6170, 6100, но немножко как бы вот ее границу поджали, вниз спустили. Вот. Но пробитие, тем не менее, здесь полноценного не произошло. Я прихожу к такому выводу, исходя из тех сделок, которые происходили в этом диапазоне в районе 6100. Далее, смотрите, сейчас, если не будет повторного тестирования и пробития вот этого диапазона 6100, 6070, он уже немножко ушел вниз, то, соответственно, здесь у нас будет продолжение вот этого донакопления и выход наверх с целью 6250. И в идеале, конечно, это 6370, вот сюда вот. Но если здесь возникает повторный пробой уровня 6070, который новый, то в этой ситуации весьма вероятно, что коррекционный откат пойдет уже в район 5800-5850, вот сюда вот. Так, друзья, далее ВТБ, 4-часовой таймфрейм. Вот смотрите, здесь ситуация, она
достаточно интересное по нему складывается. Почему? Вот здесь был пробой, и этот пробой, он должен был с высокой степенью вероятности вот сюда вот на 4 копейки увести. Но он здесь не закрепился. Потому что кто-то, судя по всему, ведет игру и хочет его подешевле закупить. Вот. Поэтому вот это все движение, оно, ну, опять же, судя по структуре, как здесь происходят сделки, это, я так полагаю, это обманка. Вот здесь мы подошли к демаркационной линии, которая внутри вот этой консолидации находится. Эта демаркационная линия, это диапазон 3,799 и до 3,7692. Вот если этот диапазон пробиваем, она стримглав полетит сначала на 3,72 и потом возможно тестировать нижнюю границу. Если вот этот диапазон мы сегодня-завтра не пробиваем, здесь будет донабор и повторное движение с целью пробить верхнюю границу, закрепиться и сходить на 4 копейки. Так, друзья, далее ГМК, Норильский никель. Ну, смотрите, вот здесь сейчас он набирает позицию и продолжит движение наверх. Цель 24, так и остается. Но для того, чтобы вот это движение произошло, не должно быть движения вниз и пробоя 22 900, 22 800 вот этого диапазона. Если диапазон пробивается, он уходит вниз, либо биться и пробивать 22 170, либо здесь консолидироваться. Если вот этот диапазон не пробивается, то здесь сейчас будет продолжение до набора позиций и отсюда выход наверх. Вот здесь, если часовик мы рассматриваем, с одной стороны здесь произошел отбой от верхней границы вот этой небольшой консолидации, но с другой стороны, как только он пришел в район 23 100, его активно начали закупать. Так, друзья, далее Аэрофлот, был вопрос по Аэрофлоту, недельный таймфрейм. Ну вот сейчас на текущий момент у нас идет по Аэрофлоту упорный набор позиций, но в том случае, если все-таки развивается движение вниз и пробой 68, 66,2, это исходя из недельного таймфрейма, исходя из дневного, там могут быть немножко цели другие. Если пробой не происходит, то мы в самое ближайшее время пойдем тестировать 74,5, 75, вот сюда вот, к этому значению. Если здесь будет пробой, у нас отсюда идет коррекционный откат, и цель его будет 58,5, 56, вот побиться вот сюда, в это донышко. У авиакомпаний сейчас очень непростые времена, потому что, во-первых, непонятно, когда полноценно восстановится авиаперелет, это раз. Во-вторых, авиаперелет полноценно не восстановится, потому что часть работы перешла в онлайн. И в-третьих, авиатопливо, его будут задирать цену. И поэтому здесь, ну скажем так, у авиакомпаний, у них с одной стороны, конечно, потенциал для отскока очень большой, поскольку они в основном сильно упали. С другой стороны, надо понимать, что они могут очень долго восстанавливаться. Вот, поэтому, ну вот у Аэрофлота критичный уровень это 75. Если здесь будет пробой и пойдет набор позиций после этого, то весьма вероятно его уведут на 88,5. Если такового здесь не произойдет, то он вот в этом диапазоне, который 68,5-75, может торговаться достаточно длительное время. Вот. Но если мы получаем пробой, то уходит он вниз. Так, друзья, ну вот НЛМК, кратенько, дневной таймфрейм. Смотрите, здесь сейчас произошел разворот и движение наверх с целью 222 весьма вероятно. Это движение не разовьется, если будет коррекционный откат и пробитие 206,2. Так, далее Сургут, обычка, дневной таймфрейм. Ну смотрите, вот здесь, несмотря на этот ужас, который здесь произошел, если диапазон 35, 15, 34,7 не будет пробит, вот здесь будет донабор, и мы отсюда получаем движение, цель которого будет 37,5. Я так предполагаю, что, наверное, сейчас более вероятно, что Сургут где-то в этом диапазоне 36,5-35. Какое-то время он будет торговаться. Опять же, если все-таки здесь будет пробой вот этого диапазона, то он может упасть и сходить на 33,5.
Но сейчас я таких оснований для этого не наблюдаю. Более вероятно, что вот сейчас вот эти страшные свечи, они превратятся в донабор позиций в ближайшие сессии, и движение до своего логического завершения на 37,5 все-таки дойдет. Я думаю, это наиболее вероятный сценарий, либо вверх, либо консолидации в этом диапазоне. Так, друзья, далее Татнефть, обычка. Ну смотрите, вот здесь цель, которая была нами обозначена, 609 сделали. Сейчас здесь идет попытка закрепления. Если не будет отката и пробития 595, 594, то мы отсюда уходим покорять те цели, которые находятся вверху. А вот от нефти их очень много. Ближайшие цели это 670 и дальше 754. Вот здесь вопрос в том, закрепимся мы, не закрепимся выше 610. Потому что если мы здесь не закрепимся, то у нас по факту пробития 594 пойдет сильнейший откат в район 533-530. Если мы здесь закрепляемся, то в ближайшие недели, месяцы будет отработка 670. Но здесь вы сами видите, здесь все зависит от цены на нефть. Если она хотя бы удерживается в районе 68, то с высокой степенью вероятности Татнефть здесь закрепится, и потом вопрос ухода на 670, это будет вопрос техники. Так, друзья, ну и вот пятерочка 5DR, меня вот засыпали просто вопросами, я не знаю, откуда такой интерес к этой компании. Ну да ладно, если есть интерес, то отлично. Дневной таймфрейм, здесь у нас все как положено набрали. Отсюда цель движения у нас находится в районе 2790. Вот это весьма вероятно сценарий такой будет реализован. Он не будет реализован, если здесь возникает откат и пробитие 2390. Если такой откат будет, она начинает осыпаться. Если не будет, то соответственно вот в ближайшие месяцы сходим. Ну а куда она может осыпаться, если здесь будет пробитие? Это вот уровень 2067-2070. Друзья, все, основные активы, очень я увлекся сильно, хотел буквально там 15 минут про доллары новости записать, ну да ладно. Спасибо за внимание. Если понравилось, подписывайтесь на YouTube и Telegram канал. Удачи в торгах. Всего наилучшего. До свидания.